Открой Инстаграм прямо сейчас, пролистай ленту и посмотри, что ты увидишь. Сумка Gucci, кольцо Cartier, часы на запястье стоят как твоя годовая зарплата, кто-то выкладывает сторис из отпуска, белый песок, голубая вода, бокал у бассейна отеля, в котором номер за сутки спокойно может стоить несколько тысяч долларов, Гелендваген на парковке, спорткар, в котором сидит парень младше тебя, сумка Гермес, ради которой, как ты где-то слышишь, что нужно стать в очередь и платить за нее от 20 тысяч долларов. Но давайте признаемся честно, ты ведь тоже этого хочешь. Дорогую машину, отпуск за границей, брендовую вещь, возможность хотя бы на секунду почувствовать себя человеком из другой жизни. Но ты когда-нибудь задавал себе простой вопрос: почему нас так сильно манит роскошь? Почему кусок кожи с маленькой буквой на нем должна стоить в 20 раз дороже точно такого же куска кожи без нее? Почему мужчина обязан отдать 2, а то и 3 зарплаты за камень, чтобы сделать предложение? Почему фотография на фоне чужой роскошной жизни приносит больше радости, чем сама жизнь? И почему, вот это самое странное, миллионы людей по всему миру готовы отдать последнее, влезть в кредит, купить подделку, снять на час машину, чтобы сфотографироваться, лишь бы на секунду показаться тем, кем он не является? Патрик Бейтман – это сформировавшийся образ, но он абстрактен и далек от меня настоящего. В этом видео не будет банальных вопросов и ответов, мы копнем глубже и разберем, почему тяга к статусу, брендам и роскоши не просто слабость, а часть очень старого механизма, встроенного в человека гораздо глубже, чем нам кажется. Почему это желание встроено в твой мозг на глубине 2,5 миллионов лет? И почему именно это сделало тебя идеальной мишенью для самых умных людей на планете? Людей, которые научились пользоваться твоими чувствами. Потому что эта сумка, это кольцо, этот отпуск в ленте не случайность. Кто-то очень аккуратно вложил это желание в твою голову. Так рано и так умело, что ты до сих пор уверен, будто захотел этого сам. В 2025 году люди по всему миру потратили на роскошь, товары и впечатления вместе около 1,5 триллиона евро. 1,5 триллиона. Это больше, чем экономика многих развитых стран. Только на личные предметы роскоши, это сумки, часы, украшения, парфюм, ушло около 360 миллиардов. И теперь кто все это покупал? Богатые? И да, и нет. Сверхбогатые сегодня дают почти половину всех продаж люкса. Но империю роскоши построили не они. Ее построили те, у кого денег намного меньше. Маркетологи называют их холодным словом – аспирационные покупатели, стремящиеся. Те, кто не может позволить себе мечту, но отчаянно хочет к ней прикоснуться. Вот первый фокус, который ты, скорее всего, никогда не замечал. Сумка за 10 тысяч евро существует не для того, чтобы ее купили. Ее почти никто не покупает. Она существует, чтобы ты купил парфюм этого бренда за 120. Помаду, брелок, ремень с логотипом, кошелек. Недосягаемая сумка – это не товар, это реклама, приманка. А зарабатывают на тех, кто отдает последнее за билет, чтобы на секунду войти в этот мир. И тот самый отпуск за последние деньги ровно то же самое. Человек покупает не отдых, он покупает доказательства. Право сказать, я тоже там был, я тоже из этого мира. Но давайте по порядку. Чтобы понять, почему нам так нравится роскошь и наше стремление к ней, нам придется уйти очень далеко. Дальше появления денег, дальше брендов на 2,5 миллиона лет назад. Я всегда думал, что лучше притворяться кем-то, чем быть вообще никем. Посмотрите на павлиний хвост. Он огромный, тяжелый, ярко блестит, он мешает летать, мешает прятаться от хищников, его дорого отращивать. С точки зрения выживания павлиный хвост это катастрофа, и именно поэтому он работает. Биолог Амод Захави назвал это принципом гандикапа. Смысл в том, чтобы иногда слабость может стать доказательством силы. Павлин с огромным хвостом хуже прячется, ему тяжелее двигаться, и его проще заметить хищнику. Но если он все равно выжил с таким хвостом, значит он действительно сильный и здоровый. Хвост как будто бы говорит: я могу позволить себе такую опасную роскошь, и все равно остаюсь жив. А теперь сними хвост и надень сумку, которую ты не можешь себе позволить. Часы за 5 своих зарплат, дорогую машину. Что ты на самом деле сообщаешь миру?
Посмотрите, у меня все настолько хорошо, что я могу позволить себе потратить на это огромные деньги. В этом и есть смысл дорогой роскоши. Она часто нужна не для пользы, она нужна как сигнал. Чем дороже и бесполезнее вещь, тем вселенная говорит окружающим: у меня есть лишнее, я успешный и всего добился. Новая визитка. Что скажете? Хо-хо, неплохо. Да, очень круто, Бейтман, но ты подожди. Глянь на эту. Вы еще не видели мою. Человек по имени Торстейн Веблен описал это еще в 1899 году и придумал термин, который объясняет половину витрин на планете – демонстративное потребление. Богатство, говорит Веблен, бессмысленно, если его не видно. Поэтому люди тратят не для пользы, а для показа. И отсюда экономический парадокс, который ломает голову. Есть особый класс вещей. Их так и называют – товары Веблена. Для них работает обратное правило. Подними цену, и спроса станет больше. Снизь, и вещь перестанут хотеть, потому что покупают не вещь, покупают самую высокую цену. Цена – это и есть товар. Желание статуса – это не глупость и не слабость. Это древнейший алгоритм выживания. 100 тысяч лет статус буквально означал жизнь. Лучший охотник получал еду, защиту, потомство. Того, кого уважали в племени, кормили в голодную зиму. Того, кого презирали, бросали. Высокий статус – это была не роскошь. Это был доступ к выживанию и продолжению рода. Твой мозг реагирует на логотип премиального бренда тем же древним контуром, который мозг твоего предка реагировал на шкуру убитого им хищника на плечах вожака. Мы не сошли с ума, когда хотим казаться выше. В нас просто работает очень древний механизм. Давай простой эксперимент. Перед тобой две сумки. Одна кожа, один цех, одни швы. Разница только в маленьком символе и в нолике на ценнике. Спроси себя честно, хотел бы ты вторую без логотипа так же сильно? И хотя вы уверены, что сделанный вами выбор подчеркивает вашу независимость от моды, на самом деле вы носите свитер, который был выбран для вас людьми в этой самой комнате. Из горы тряпок. Если нет, то ты никогда не хотел сумку. Ты хотел, чтобы ее увидели на тебе. Ты хотел хвост павлина. И вот здесь начинается ловушка, потому что однажды кто-то понял, если желание статуса сидит в нас так глубоко, значит его можно направить куда угодно. Можно взять обычную вещь, повесить на нее правильный символ, и человек начнет видеть не предмет, а доказательство своей ценности. Можно взять вещь, которая почти ничего не стоит, и заставить миллиарды людей поверить, что без нее невозможна ни любовь, ни успех, ни счастье. Продавать только товар уже недостаточно. Ты должен продавать образ жизни. Кольцо с бриллиантом – символ вечной любви, традиция которой, как нам кажется, тысячи лет. Так вот ей меньше 80. В 1930-е менее 10% помолвочных колец США были с бриллиантом. В 30-е годы бриллиант не был обязательным. И, внимание, бриллианты не были редкими. Компания De Beers контролировала почти всю мировую добычу. У нее была не горстка алмазов, у нее была гора. Проблема – товара слишком много, спрос слишком мал. Любая другая компания снизила бы цену. De Beers наняла рекламное агентство NWAR. Задача не продать камень, а переписать саму идею любви. Я бы отдала свою любовь тому, кто жив и дарит ожерелье. Когда целуют руку, не ликовать нельзя. По-европейски это и галантно. Но самые надежные и лучшие друзья у девушки бесспорно бриллианты. В 1947 году копирайтер Фрэнсис Джеррити набросала перед сном 3 слова «Бриллиант – это навсегда». В 1999-м их признали лучшим рекламным слоганом 20 века. А гениальность была в логике. Если бриллиант навсегда, его нельзя перепродать. Бывшая любовь не возвращается в магазин. Рынок никогда не пополнится подержанными камнями. Цена не упадет, и каждое новое поколение должно покупать новый. А правило потратить 2, а то и 3 зарплаты – не древний обычай и не мудрость предков. Это строка из той же рекламной кампании. Цифру назначили в офисе агентства, чтобы ты тратил ровно столько, сколько корпорация решила, что ты можешь отдать. Продажи бриллиантов
бриллиантов De Beers в США выросли с 23 миллионов в 1939 году до 2,1 миллиарда в 1979, а к 90-м годам 80% колец были с бриллиантом. Самый интимный ритуал человека, обещание любить вечно, во многом написал копирайтер, чтобы освободить склад. И сработало так идеально, что сегодня почти все уверены, что так было всегда. И без кольца с бриллиантом сделать предложение уже как-то неправильно. Рэйчел Чу, выходи за меня. Вторая история про обувь. 1985 год. Никому еще неизвестный новичок по имени Майкл Джордан и компания Nike, которая в баскетболе тогда почти никто. Nike делает дерзкие черно-красные кроссовки, а в лиге NBA правило – обувь должна быть в основном белой. Кроссовки нарушают регламент, и лига их по факту запрещает к игре. Любой бренд испугался бы. Nike сделала противоположное. Они превратили запрет в рекламу. Вышел ролик. Кроссовки на экране, а поверх них черные цензурные полоски. И голос за кадром говорит, что NBA может запретить эту обувь, но не может запретить ее носить. Что в психологии называют эффектом запретного плода. Как только вещь объявляют запрещенной, она мгновенно становится желание. Подростки по всей Америке захотели не просто кроссовки, они захотели бунт. Право быть тем, кто нарушает правила. На этих кадрах все из-за кроссовок. Несколько человек затоптали, двери сорвали с петель. Ретро-кроссовки Air Jordan поступили в продажу рано утром в пятницу. Результат? Кроссовки, на которые в Nike закладывали в плане около $3 миллионов за несколько лет, принесли больше 120 миллионов в первый же год. Так родилась империя Air Jordan, которая живет до сих пор. Запомните механику. В первой истории желание создал дефицит вечности, в другой дефицит разрешения. Тебе не продавали обувь, тебе продали ощущение, что ты особенный, потому что носишь запретное. Кроссовок – это просто обувь. Пока его кто-то не наденет. Тогда он обретает смысл. Третья история про то, что есть у каждого в доме. 1997 год. Компания Apple на грани банкротства. Ее компьютеры дороже, чем у конкурентов, а по характеристикам не лучше. По всем законам рынка она должна была умереть. И тогда Apple делает то, чего не делал никто в индустрии. В рекламе под названием Think Different, думай иначе, нет ни одного компьютера, ни одной характеристики, вместо этого лица. Эйнштейн, Ганди, Леннон, Пикассо, бунтари, гении, те, кто менял мир. Apple перестала продавать технику, она начала продавать твою личность. Месседж был такой: ты не покупаешь компьютер, ты заявляешь, кто ты. Ты креативный, ты не как все. Ты из тех, кто думает иначе. Капитализация Apple за 2 года выросла с 1,6 до 15,6 миллиардов долларов. А дальше то, что объясняет все. Сегодня Apple занимает меньше 10% рынка компьютеров по количеству продаж. Но в премиальном сегменте, там где техника дороже $1000, на нее приходится около 90% всего рынка. 9 из каждых 10 долларов. Потому что люди платят не за железо, они платят за то, чтобы чувствовать себя особенным. Тем самым модным программистам из Инстаграма. Ведь у них же есть техника Apple. Это Apple? Дадли, ты знаешь, это... В курсе. Это бренд. 3 истории. Камень, кроссовки и компьютер. Разные эпохи, разные товары, но механизм один и тот же. Взять обычную вещь и привязать к ней то, чего человек хочет на самом деле. Вечную любовь, бунт, свободную уникальность. Ты платишь не за предмет, ты платишь за чувство, которое к нему привязали. Но как именно это чувство возникает у тебя в голове? Что физически происходит в мозге, когда ты видишь высокую цену? Здесь начинается самое интересное. Идея. Она живуча и крайне заразна. Стоит идее завладеть мозгом, избавиться от нее уже практически невозможно. – 2008 год. Ученые с Caltech и Стэнфорда ставят эксперимент. Результат, который должен был всех успокоить, а вместо этого напугал. 20 людям дают пробовать вино, прямо в томографе по капле через трубку, чтобы аппарат фиксировал работу мозга. Им говорят, что вин 5, у каждого своя цена, от 5 до $90 за бутылку. Но это ложь, вин на самом деле 3, одно и то же им наливают дважды, под разными ценниками. Результат, который ты так предчувствуешь. Люди говорят, что дорогое вино вкуснее, ничего не удивительного, но дальше то, что меняет все. Сканер показал, при дорогом вине сильнее разгоняется участок мозга, который отвечает за само переживание удовольствия. Та зона, что физически генерирует наслаждение. Вдумайся,
Людям не просто казалось, что дорогое вино вкуснее, им было по-настоящему вкуснее, их мозг производил больше удовольствия, потому что им показали большую цифру. А когда тем же людям в финале дали попробовать все вслепую, без ценников, лучшим они назвали самое дешевое вино. Вот перечень наших вин. К рыбе я бы рекомендовал вам белое вино из Бургонии 74 года. Нет. Почему? В Бургонии в 74 году град уничтожил весь урожай винограда. А что за рыба у вас? Карп. К нему подойдет мозельская белая 76 года. Из винограда, выращенного на левом берегу. В таком случае я советую заказать мозельское белое 76 года из винограда, выращенного на левом берегу. Почему? Потому что в 74 году в Бургонии град уничтожил весь урожай винограда. Вот формула, которую стоит запомнить на всю жизнь. Цена не обманывает твой вкус. Цена становится твоим вкусом. Ценник – это не информация о товаре, это команда твоему мозгу, сколько удовольствия разрешено получить. И есть деталь, на которой держится вся индустрия. Дофамин, вещество желания, вырабатывается не тогда, когда ты получаешь вещь, а когда ты ее ждешь и хочешь. Пик удовольствия в момент нажатия «купить», в распаковке, в предвкушении, а потом вещь у тебя в руках и волна спадает. Когда я в магазине, мир добреет. Все светлеет, а потом темнота, и я иду туда снова. Психологи называют это генодиастической беговой дорожкой. Классическое исследование 1978 года сравнивало людей, выигравших в лотерею, и людей, переживших тяжелую травму. Спустя время уровень счастья тех и других вернулся почти к исходному. Вещи, которые ты думал, вот это изменит мою жизнь, не меняют ее. Ты привыкаешь за неделю и снова хочешь. Это и есть беговая дорожка. Ты бежишь изо всех сил и остаешься на месте. А теперь добавим к этому ловушку, которая 250 лет. Философ Дэнни Дидро получил в подарок роскошный халат и вдруг заметил, его старое кресло рядом с новым халатом выглядит ничтожно. Пришлось купить новое кресло. Потом стол перестал соответствовать креслу, потом ковер, и в конце концов он переобставил весь дом и стал беднее и несчастней, чем до подарка. Он сам потом писал, что был хозяином старого халата, а нового халата стал рабом. Одна вещь из той жизни обеспечивает всю эту. Роскошь — это не пункт назначения, это дверь в коридор, где за каждой дверью еще одна дверь. Итак, внутри тебя уже есть желание, ценник может усилить удовольствие. Покупка дает короткую вспышку радости, а потом все обнуляется, и ты снова хочешь следующую вещь. Как и многие другие, я стал рабом пристрастия к мебели IKEA. Да, я хотел бы заказать чехлы для кровати Эрики Пикари. Стоило мне увидеть что-нибудь затейливое, например, столик в форме символа инь-ян, я загорался желанием купить его. Личный комплект для офиса Клипск, домашний тренажер Хаватрек или дивана Хамашап с зеленой полосатой обивкой Стрин. Даже светильник через лампа с абажурами и сохраняющей окружающую среду бумаги. Пожалуйста, ждите. Я и так жду. Это не случайно. Это идеальная петля. Захотел, купил, привык, снова захотел. Но тогда главный вопрос. Кто научился зарабатывать на этой петле? Кто построил индустрию, которая постоянно подкидывает тебе новое желание? И что же она получает взамен? И что? Это всего лишь диван. Это софа за $4000, обтянутая итальянским шелком. Это не всего лишь диван. Это всего лишь диван. Разве это жизнь? Это все барахло. И для тебя оно стало важнее жизни? Дорогая, это уже бред. Знакомься, человек, который понял все это раньше других и построил на этом самое большое состояние в истории моды – Бернар Арно. Его конгломерат LVMH владеет более чем 75 брендами, от Louis Vuitton и Dior до Tiffany и Maillot. В отдельные периоды Арно был богатейшим человеком на земле, обгонял Маска и Безоса, и заработано это не на нефти, не на чипах, не на ИИ. Зарабатывал он на желаниях, на древнем инстинкте, превращенном в конвейер. Но ведь это я решаю сегодня, что вы захотите завтра. Я подсаживаю вас на наркотик новинка, и вся прелесть в том, что новинка она остается недолго. Это моими стараниями вас вечно настигает разочарование. Я тот, кто проникает в ваш мозг. Схема доведена до совершенства. Шаг первый. Купить старый дом с настоящей историей и легендой. Шаг второй. Поставить эту легенду на промышленный поток. Шаг третий. Продавать ощущение редкости в масштабах массового производства. Перед вами пирамида роскоши. На вершине
Недостижимый объект, который почти никто не покупает. Он там не для продажи, он там, чтобы светить как маяк и придавать блеск всему остальному. А деньги текут снизу, от тех, кто не может войти в храм, но готов купить свечку входа. Флакон духов, ремень, очки с логотипом. И самый недооцененный прием индустрии – искусственный дефицит. Знаменитая сумка Гермес, ради которой нужно встать в лист ожидания, которую тебе нужно заслужить право купить. Лимитированные серии, к сожалению, закончились. Спроси себя, фабрика не может сделать больше? Конечно, может. Она решает не делать, потому что очередь – это и есть товар. 4000. Я знаю. И только на заказ. Я догадывалась. Ждать 5 лет. 5 лет ждать сумку? Это не сумка. Это Биркин. Доступность убила бы магию. Дефицит здесь не факт, а дизайнерское решение. А разрыв между тем, во сколько обходится сама вещь, и тем, сколько ты за нее отдаешь, колоссален. Это не плата за кожу, это налог на историю, которую к этой коже привязали. Социолог Пьер Бурдье еще в 1979 году показал: хороший вкус – это не объективная красота, это оружие класса. То, что нравится сильным, объявляется утонченным, то, что нравится остальным – вульгарным. Вкус – это костюм того класса, в который ты хочешь попасть. Эта картина излучает странное спокойствие, хотя в ней есть и жестокость. Она очень трогательная. Красные пятна – это трогательно? И теперь пойми главную жесткость системы. Как только логотип становится доступен массам, как только его начинают носить все, элита от него отказывается. Кричащие логотипы уходят, появляется новый тренд – тихая роскошь. Вещи без бира, которые опознают только свои. Доступный символ статуса не стоит ничего, поэтому правила меняют специально. Это не сбой, это конструкция. Игра спроектирована так, чтобы в ней нельзя было победить, потому что символ, который может достичь каждый, не стоит ничего. Эскалатор статуса всегда идет вверх, ровно с той скоростью, чтобы ты никогда не доехал. Так в чем же выгода? Ответ простой. Твоя неуверенность в себе – самый возобновляемый ресурс на планете. Нефть кончается. Тревога и твои внутренние сомнения – никогда. Они не продают тебе сумку. Они продают и перепродают короткое облегчение от раны, которую им выгодно держать открытой. 100 тысяч лет назад ты сравнивал себя примерно со 150 людьми со своей деревни. Был потолок. Потом мы дали этому древнему механизму смартфон. Теперь ты сравниваешь себя не с деревней, а с глобальной, отфильтрованной, идеально срежиссированной нарезкой лучших секунд жизни всех людей сразу. И сравниваешь при этом свою изнанку, усталость, сомнения, неоплаченные счета с чужой парадной витриной. Это сравнение невозможно выиграть. Планка сильно уехала в бесконечность. Это миметическое желание, механизм, открытый философом Рене Жераром. Мы хотим не саму вещь, а состояние бытия, которое приписываем ее обладателю. Желание не рождается внутри нас спонтанно, оно всегда украдено у модели, у того, чью значимость мы уже признали. Именно поэтому реклама показывает не продукт, а чужие руки на руле, чужую вовлеченность, чужое превосходство, чтобы мы захотели не сумку, а превращение в человека, который уже достиг всего. Мы покупаем не предмет. Мы покупаем фантазию о том, что займем место того, кому завидуем. А теперь соедини это с пирамидой. Кто такой инфлюенсер? Это образец желания. И бренды платят этим образцам, чтобы те устанавливали в тебя новые желания. То есть ты гонишься даже не за вещами, ты гонишься за другими людьми. По кругу. И у круга нет финиша, потому что в ту секунду, когда ты наконец-то получаешь вещь, твой образ уже захотел что-то новое. Желание, которое ты считаешь своим, чужое. Тебя научили хотеть. Желание, которое ты принимаешь за самоличное, за просто «мне нравится», во многом установлено извне. Тебя научили хотеть. И научили так рано и так аккуратно, что ты даже этого не осознаешь. Может быть, ты хочешь выпить чашку макакао? Только натуральные какао-бобы с вершин горы Никарагуа. Никаких подсластителей. Да что за бред ты несешь? Кому это ты? Но если даже сам акт хотения не вполне твой, то к чему мы на самом деле тянемся, когда тянемся к логотипу? Под статусом, под желанием, под зависимостью есть еще одна последняя очень важная дверь. Антрополог Эрнест Беккер в книге 1973 года «Отрицание смерти» предложил мысль, которая объясняет почти все человеческое поведение. Под всеми нашими стремлениями к статусу, славе, богатству лежит один общий ужас. Ужас оказаться никем. Исчезнуть бесследно, прожить и не оставить доказательства, что ты вообще существовал в этом мире.
Символы статуса – это амулеты против забвения, способ сказать Вселенной: «Я здесь был, я что-то значил, посмотрите». Скажите, Дрис, как вы думаете, почему людей тянет к искусству? Наверное, это прибыльно. Нет. Это единственный способ оставить след на земле. Кольцо, машина, бренд – это маленькие символы против собственной незначительности. И в конечном счете против смерти. А современный мир добавил к этому ужасную новую жесткость. Философ Ален де Боттон назвал ее тревогой статуса. В старом мире бедность была судьбой, невезением, волей небес. Бедный родился, значит в прошлом нагрешил. В новом мире, где каждый сам кузнец своего счастья, провал перестал быть невезением. Он стал приговором твоей личности. И если ты не успел, значит ты сам по себе ничего из себя не представляешь. Виноват не мир, виноват ты. Вот почему логотип ощущается как свежий воздух. Это не тщеславие. Это вещественное доказательство, предъявленное страшному временному суду, того, что ты чего-то стоишь. И теперь давайте вернемся к человеку, который тратит последние деньги на отпуск, который не может себе позволить, к тому, кто берет кредит на сумку. Мы начали с того, что над ними принято смеяться. Посмотрите еще раз. Они не глупые. Они лечат экзистенциальную рану единственным обезболивающим, которое культура продает без рецепта. Это трагедия. Но для честности нужно показать и обратную сторону. Роскошь – это не всегда пустой обман. Мастерство реально есть. Красота действительно может приносить радость. Хорошо сделанная вещь может быть приятна не потому, что на ней стоит логотип, а потому что в ней есть труд, вкус, качество и история. И то, что раньше было доступом только королям, сегодня может оказаться в руках обычного человека. Это тоже нельзя обесценивать. Для кого-то дорогая вещь – это не попытка оказаться выше других, а способ почувствовать принадлежность, выразить себя, отметить важный момент в жизни. Оружие джентльмена – костюм. Проблема начинается не там, где человек любит красивые вещи. Проблема начинается там, где вещь становится доказательством его ценности. И здесь важно не попасть в другую крайность. Потому что человек, который с презрением говорит: «Мне все это не нужно, я выше бренда, выше денег, выше красивых вещей», часто тоже играет в статус. Только не через сумку, часы или машину, а через ощущение собственного морального превосходства. Это тот же самый павлиный хвост, просто не материальный, а внутренний. Посмотрите, я не такой, как все. Я выше этого. Поэтому вывод не в том, чтобы отказаться от всего красивого и начать презирать роскошь. Показная скромность – такая же ловушка, просто с другим логотипом. Нет ничего благородного в бедности. Я был и богачом, и был бедняком. Но я во всех случаях выбрал бы богатство. Они не придумали твое желание. Оно появилось задолго до них. Миллионы лет назад. Они не придумали твой страх быть никем. Этот страх уже жил внутри тебя. Они сделали другое, гораздо тоньше. Они встали между тобой и тем, что ты на самом деле хочешь. Чтобы тебя заметили, признали, приняли. Чтобы ты почувствовал, что ты чего-то стоишь. И сказали: хочешь это чувство – плати. И вот самая жесткая деталь. Облегчение, которое они продают, реальное, но длится секунды. Вспышка при оплате, шорох упаковки, та самая секунда в кадре, когда ты будто богат. Все это спроектировано так, чтобы быстро гаснуть, и чтобы ты вернулся. Они не продают удовлетворенность. Удовлетворенность закрыла бы бизнес. Они продают почти. Вечное почти. И знаешь, что самое странное? В 2025 году рынок роскоши потерял около 20 миллионов покупателей. Люди начали уставать от этой игры. От постоянной гонки за вещами, которые обещают статус, уверенность и ощущение другой жизни. Но дают это только на секунду. Даже сама индустрия в своих отчетах по факту признает: магия слабеет. Человек покупал предмет, надеясь, что он что-то изменит внутри. Но предмет так и не делал того, что обещал. И тогда главный вопрос этого видео оказывается совсем не тем, с которого мы начали. Мы спрашивали, почему люди так одержимы брендами, но настоящий вопрос звучит иначе. И он уже не про бренды, он про тебя. Что именно внутри тебя логотип обещает закрыть? Какую пустоту? Потому что корпорации не создавали эту пустоту, они просто ее нашли раньше тебя и построили на этом магазин. Поэтому в следующий раз, когда ты захочешь что-то дорогое, задай себе самый честный вопрос из всех. Представь, что этого никто никогда не увидит. Ни одного фото, ни одного человека, который узнает. Ты бы это все равно захотел? То, что переживает данный вопрос, и есть твое. Все остальное тебе продали.
Вопреки тому, чему нас учит оптимистическое мышление, все в конце концов закончится плохо для нас. Мы умрем. Наши достижения будут забыты. Никто не вспомнит, к чему мы стремились. Возможно, мы будем осмеяны, и даже наши имена будут втоптаны в землю. Каков бы ни был наш статус, все мы обречены превратиться в самое демократичное из веществ. Прах. Нет богатства, говорил Джон Раскин, кроме жизни, включающей все ее силы, любви, радости и восхищения. Если есть что-то странно успокаивающее в том, что мы все умрем, это возможно потому, что нечто внутри нас инстинктивно признает, как много наших треволнений связано с вещами, которые на более широком плане суть просто довольно пустячные и мелкие заботы. Представляя себя вдали веков, через 1000 лет превратившихся в прах в разбитом склепе, мы одаряем себя редкой возможностью увидеть нашу собственную ничтожность. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Честно, такие ролики требуют очень много времени, не только на сценарий, монтаж и поиск материала, а и на то, чтобы собрать все это в одну целую мысль и сделать это по-настоящему интересно. Поэтому мне очень важен ваш комментарий. Напишите, что думаете по теме, с чем согласны, с чем нет. Мне правда интересно читать ваше мнение. Не забывайте про мой телеграм, там еще больше полезной информации. Если видео было интересным и полезным, поддержите его лайком и подпиской. Это очень помогает ролику дойти до большего количества людей. Спасибо, что посмотрели. С вами был Влад, канал Код Денег. Увидимся.